Закончились танцы, дорогие друзья, и мы с Валентиной Ивановной идем Домой. домой, К метро. к метро. Вот. Вот. Так что у нас было очень здорово. Знаешь, хорошо отметили Новый год. 4 бабы, без мужиков, шампанским, с клубникой свежей. Шампанское и клубника — это классика. Да, шоколад и все. И, в общем, посмеялись, похохмели, похохотали. И в 4:30 разъехались по домам. Я думал, спать легли, а вы еще по домам разъехались. Разъехались, конечно, по домам. Хотя нам было предложено поспать, было где. Но мы сказали, нет, в свою постельку пойдем спать. И пошли спать. Вам сегодня понравилось, Валентина Ивановна, как танцевали? Как? Ну, танцевали сегодня на новой площадке. Конечно. Мне понравилось, и музыка понравилась, и люди понравились. Правда, не всем нравится, но они еще не привыкли. Их надо приучить к этому. Конечно, поменять одну площадку на другую – это вещь довольно сложная. Но людей надо учить, их надо воспитывать. И они начали потихоньку воспитываться. Если первый раз уходило много, сегодня почти не ушло никого. И до самого конца танцев была приличная публика. Ты понимаешь, Игорь, что мне нравится? Я живу этой жизнью, которую я для себя сейчас определила. Да, мне 92-й год. Да, многие проблемы стоят, но я их решаю. Подождите, какие проблемы стоят? Проблемы со здоровьем, проблемы с друзьями, проблемы с родным сыном. А что вот с друзьями проблемы какие? Но они меня не всегда понимают. Не понимают, почему я хожу на танцы, почему я могу себе позволить пойти на молодежный спектакль, почему я могу себе позволить многое того, что они себе не позволяют. А я себе позволяю. И что они говорят по этому поводу? Они говорят, Валентина Ивановна, это уже пора отставить, надо быть скромнее. А я не хочу быть скромнее. Я хочу жить так, как я живу сейчас. Второй жизни у меня не будет. У меня была очень тяжелая жизнь. Я попала на военное детство, на нищету, на голод, на все остальное. Сейчас я себя просто восполняю и позволяю себе иногда лишнее, но я себя контролирую. Валентина Ивановна, а вот пишут некоторые, вот она партработником была, конечно, жизнь легкая, спецпайки были. У вас были спецпайки? Так, начнем с партработников. Да, я работала в райкоме партии 10 лет, без 3 месяцев. 10 лет и 9 месяцев. Никаких спецпайков у нас не было. У нас была льготная путевка на отдых. Это у нас было. А у кого спецпайки были? Писали ведь в свое время. Я не знаю, у но кого у вас они не были, было. у нас не было. Но путевка была бесплатная, проезд был бесплатный, каждый год давался. Но за что? Если я приходила на работу в 7 утра и уходила в 11 вечера, у меня был ненормированный рабочий день. Ненормированный. И я не могла себе позволить уйти раньше, пока я не выполню то, что передо мной было поставлено. Это было как бы заслуженно за тот труд, который возникался. Дальше. Партийные работники, не надо всех мерить под одну гребенку. Они все были разные. Были сволочи, не отрицаю, но больше всего людей было порядочных, которые понимали, что они работают. Особенно орготдел, особенно отдел пропаганды и агитации, которые работали с людьми, с письмами людей. Понимаете, мы по мере возможности всех условий помогали людям. В чем я лично помогала? Положить в больницу, достать лекарства, снять диагноз, улучшить жилищные условия и так далее. То есть это была моя задача — быть на страже интересов людей. И я это делала. И я нисколько не стыжусь тому, что я работала там. И, как говорится, и нисколько не упрекаю себя за это, потому что партия партии рознь. Да, мы много имеем отрицательного, но это не показатель того, что там были замечательные люди, и меня окружали замечательные люди, которым сейчас по 94, по 96 лет, находятся в тяжелейших условиях, но они тоже очень многое сделали. А что значит в тяжелейших условиях?
Ну, как они больные. Больные, очень больные, не могут двигаться. Я по возможности им помогаю, кому советом, а кому и активной помощью. Вызываю скорую помощь, хожу в аптеку, покупаю лекарства и достаю что-то такое, что они достать не могут. Потому что я пока могу. Валентина Ивановна, а вот еще спрашивают, когда вы работали в парткоме, в райкоме, какая у вас зарплата была, хорошая или Так, средняя по стране? Так, чтобы они сразу успокоились. Да, вот именно. Вот чтобы они сразу Я только из-за этого задаю Это вопрос. Игорек, когда я работала в школе, у меня по тем временам зарплата была 180 рублей. По тем временам, Советских по нашим. рублей. А в райком партии я пришла на 160 рублей. То есть вы даже потеряли? На 200 20, рублей на 20. я пришла меньше. И на 20, поэтому на 20. Тогда. И этого не надо отрицать. Я просто пошла, ну как вам сказать, 19 лет вступив в партию, и потом, пройдя все этот путь, я считала, что мое место там. И для меня вот эти 20 рублей, да, они не играли роли. Потом, правда, мне повысили, потому что я пришла со 180, а было 160. Мне повысили до 180. Выше 200 рублей у меня в райкоме партии зарплаты не было. Валентина Ивановна, а вот сейчас тоже иногда пишут, а у нее денег много, она одевается всегда по-разному, много у нее нарядов, и она не успевает это все стирать, не успевает все это. У нее наверняка есть домохозяйка. Так, вот еще развейте миф. Есть или нет, Валентина Ивановна? Успокойтесь все. Мне 1000 раз предлагали социального работника. Нет, именно домоработницы, которые вы платите зарплату. Подождите. Не социального работника. Нет, социального работника, который мне мог помочь, то, все, 5-10. Я наотрез отказалась. До сегодняшнего дня, который у нас является 12 апреля 2025 года, я сама стираю, готовлю, убираю, хожу в магазин и делаю все сама. Мало того, что я делаю сама, я еще помогаю соседкам по своим, как говорится, скверикам, которые сидят, у которых костыли, у которых ходунки, которым я покупаю лекарства, молоко, хлеб и так далее. Мне 92, а я помогаю 70-летним. То есть домохозяйки и домоуправительницы? Ни домохозяйки, ни домоуправительницы, ничего. Теперь в отношении одежды. В отношении одежды надо уметь видеть, что тебе надо. Я, когда была очень нищая, когда я была учителем в школе, когда зарплата была 70 рублей на начинали с 70. Начинала 70 рублей на деньги, я покупала в комиссионке кофточку и юбочку, в ней я ходила на занятия, проходив полгода, я их выстирывала, отглаживала, сдавала в комиссионный магазин, покупала новую кофточку и юбочку, и все. И всегда я была на уровне. А сейчас? Сейчас есть такая фирма, как «Московский гардероб». Там много... Какая фирма еще раз? «Московский гардероб». Это Собянин открыл. Очень прекрасная фирма. Там много-много вещей и по очень приличным ценам. Но там один раз в месяц они все скидываются, если их не закупили, по 100 рублей и по 50 рублей. Скидка 100 и 50 рублей. Я просто прихожу и смотрю. Вот, например, сегодня, если вы меня видели на танцах, я была в платье, которое на мне одето за 50 рублей. Дальше очень красивая обувь, которая даже самая, от 50 до 150 рублей. Но это надо подловить, это надо найти, надо узнать. Просто я всегда, как бы сказать, была нищая, мне всегда было плохо, я не могла себе многое позволить. Сейчас я тоже пенсионерка, я тоже не могу многое позволить, но я нахожу такие места, где я могу найти красивое и все. Вот на мне сейчас шуба одета, ей больше 20 лет. Она пришла немножко в негодность. Я отнесла в мастерскую, мне ее за 10 тысяч отреставрировали, и я сейчас могу в ней еще ходить приблизительно 10 лет.
То есть надо уметь находить вещи, любить вещи и одеваться так, как вам позволяют ваши деньги. То есть не обязательно иметь много денег, а нужно иметь... Деньги не показатель. Деньги могут показать бескусицу. Деньги могут показать, понимаете, такую... отвратительные. Некоторые приходят, да, действительно дорого одеты, но на них страшно глядеть. Я этого себе никогда не позволяла. Я всегда считала со своим возрастом, я считала со своей фигурой и со своими возможностями. Ну, что сказать о современности? Мне 92-й год. Кажется, пора угомониться, пора думать о душе. А я не хочу пока думать о душе. Я хочу пока жить жизнью, которую мне Бог отмерил. И что я хочу сказать? Я люблю современную молодежь, но не в ее крайних проявлениях. Я люблю... А что вы считаете крайними проявлениями? Крайние проявления увлечения мобильниками, увлечение всякими непотребными вещами, которые мало интересуются искусством, мало интересуются литературой, мало интересуются театром. Но была я на концерте джазовой музыки, и что меня поразило, это был Москонцерт на Комсомольской площади. Половина зала была как я, половина зала была молодежи. И мы реагировали на Бутмана и всех остальных одинаково. Они свистели, и мы свистели, они скакали, и мы скакали, они кричали, и мы скакали. То есть у нас было единение, мы чувствовали одинаково. То есть вы молодежи спуска не давали? Нет. Они плясали, прыгали, и и мы вы. точно так же. Бабульки и дедульки вскакивали, кричали. Особенно был когда Армстронг, когда были мелодии нашей молодости, мы не могли устоять. Мы были все вне себя. То есть я впервые видела зал в Москонцерте, чтобы он так бесился на таком уровне. Старшее поколение и младшее поколение. Прекрасно. Кстати, я посмотрела все спектакли Виктюка. И что вы скажете по этому поводу? И мне очень... Роман Виктюк. Роман Виктюк. И мне очень понравилось. И моему мужу, который умер, Марку Леонидовичу, тоже понравилось. И главное, мы понимали то, что автор хотел выразить, хотел показать. Нам это было сродни. Вы понимаете, мы это чувствовали. Мы не прикидывались, мы не делали вид, что ой, какие мы умные, мы что-то понимаем. Нам просто было хорошо. Мы на этом спектакле отдыхали. Мне очень нравятся танцы, мне очень нравятся люди, которые приходят, которые не замыкаются в себе, которые берут силу воли и начинают поднимать себя с дивана, обуться, одеться и вообще поменять образ жизни. И они такие счастливые потом уходят. Вот у нас есть пара. Они очень пожилые, они очень больные люди, но они приходят постоянно на танцы, танцуют, и на них приятно смотреть. Они сохраняют добрые чувства. Смотрите, какие здесь плакаты поставили. Ой, какая красотища. Выражаться не буду. Слушай, я не буду выражаться, потому что нам это скажется. Но мне очень, и говорю, то, что ты снял, мне очень понравилось. Мне вообще нравится, что ты снимаешь. Валентина Ивановна, расскажите, как вы в войну жили? А в войну я жила тяжело. Мне было всего 7 лет в 41 году. И я испытала все прелести войны. Я испытала бомбежки, я испытала карточную систему, я испытала бомбоубежище, я испытала зажигалки, я испытала даже парашютистов фашистских. Вы их видели? Да, видела. Нифига. И пленила вместе с другими девчонками, замотав их в их купол на крыше наших домов. Жили мы в дворе, где были коммунальные квартиры, девчонки были все хорошие, маленькие, но мы были юркие. Хотя... Валентина Ивановна, говорят, некоторые говорят, не многие, но говорят, она, говорит, специально себе возраст приписала. Так, я родилась 23 февраля 1934 года. В 41 году мне 7 лет. И никаких приписок? Абсолютно никаких приписок. Абсолютно. То, что паспорт достать, покажу. Не Нет, надо. паспорт есть с собой. Не надо, это не нужно. Ради бога. Валентина Ивановна, вы такой продвинутый, прогрессивный человек, а машину не доводилось вам водить? Приходилось.
У меня сын водил машину с 12 лет, брат у меня был очень отличный гонщик, и меня посадили за руль. Но Когда Это было приблизительно, когда мне было лет 18. за руль посадили? За руль посадили, да. Но это не мое. У меня машина скакала, как козел, даже на стадионе. Я не хотела, не хотела. Вот я вам больше скажу. По работе в издательстве я должна была работать с компьютером. Я его освоила как чайник, но не больше. Больше мне не захотелось. Это не мое. Точно так же с мобильным телефоном. Я очень многие программы освоила, но до конца, как все сидят и понимают, я просто не хочу. Это не мое. То есть я не отстаю, но и вперед не бегу. Так, про машину-то вы 18 лет попробовали, и все, Попробовала. и Не забросили это захотела, дело? просто не захотела дальше. Она скакала, как козел, мне это не понравилось. Понятно. Валентина Ивановна, что за звонок сейчас? Вот вы по телефону разговаривали? Звонок был из поликлиники, когда я написала, вернее, записалась на 14 апреля главврачу по поводу обслуживания возрастных пациентов, на которых смотрят как уже людей ненужных, как на отработанный пар. Я ничего у них не просила, ничего им не говорила, я только сказала, посмотрите на свою систему работы ваших врачей. Например, мне нужно сделать комплекс уколов, которые в комплексе 3 укола подряд. Врач мне выписывает 1 укол и говорит, я имею право только на месяц выписать 1 укол. Я врачу объясняю, я не врач, я никто. Я говорю, детка, посмотри, пожалуйста, но если это написано в комплексе, как мы можем 19 дней разделить на 90 дней? Она говорит, а я другого ничего сделать не могу. После этого я записалась, теперь начинаются сплошные звонки. Но я опять для себя ничего не сделаю. Я сделаю только опять для других. Я опять покажу, что нельзя на одном человеке восполнить то, что не восполняется. Вот сейчас только позвонили, что мне уже можно сделать УЗИ шейного отдела, в который я не могла записаться в течение недели. Я сказала, нет, давайте сделаем по-другому. Не только для меня, но и для всех остальных. А почему вы думаете, что именно вам вот сейчас такую сделали поблажку? Потому что я записалась на прием к главному врачу и объяснила причину, что я хочу поговорить о системе здравоохранения для возрастного населения. И они сразу, да? Они сразу начали бегать и прыгать. А этого мне не нужно. Для меня прыгать не надо. Я и так могу попрыгать. Я могу и платно заплатить и сделать что угодно. Но другие этого сделать не могут. Пусть они пересмотрят свою систему. Саму систему. Да. Валентина Ивановна, в предыдущем интервью вы рассказывали, что работали в школе-интернате с детьми, лишенных родительских прав. Да. И вот в комментариях много вопросов спрашивали, чтобы вы поподробнее рассказали об этом моменте. Хорошо. Это была очень интересная работа, которая меня заставила по-многому посмотреть по-новому на жизнь. Это были дети обездоленные, дети, лишенные родительских прав, лишенные любви, совершенно запущенные. А я молодая девчонка, только окончившая университет, пришедшая к ним. И мне пришлось себя полностью перестроить. У меня только сын родился, ему был всего годик, я была мать. И я понимала всю их обездоленность. И я постаралась за все 4 года, что я проработала в школе-интернате номер 13 у Давидовича Леонида Иосифовича, которого я по всю жизнь благодарна, который мне помог определиться как и преподавателю, и как воспитателю. Я помогала этим детям. Я понимала их боль. Я понимала то, что как им тяжело и трудно. Вы понимаете, я приезжала к 7 часам утра в интернат, я их поднимала, я помогала им обуться, одеться. Они, кстати, не умели чистить зубы, они не умели зашнурить ботинки, они не умели убрать кровать. Я им все помогала. Дальше у нас целый день был насыщен всякими разнообразными делами, а вечером я их укладывала спать. Им было очень важно в
комнате девочек и в комнате мальчиков, которые жили по отдельности, я подходила, гладила по головке, подтыкала одеялку, я присаживалась, с кем-то поговорила, с кем-то помогала. И понимаете, дети, несмотря на всю свою запущенность, они на это откликались, они шли мне навстречу. И когда мы в 1957 году попали с гриппом в больницу инфекционную номер 2 в Сокольниках, меня привезли вместе с детьми. Их было 30 человек и я. То есть вы заболели вместе Мы с все ними? вместе заболели. Нас привезли в больницу, и ко мне прибежали врачи и сказали: Валентина Ивановна, они не дают нам делать уколы, пока вы не придете к ним. Я пришла и сказала: так, легли, попки оголили, ну-ка, начали. И они все дались, им всем сделали уколы, и мальчикам, и девочкам. И когда мы поправились, я на всю жизнь запомнила этот момент. Я немножко задержалась, у меня было осложнение, они были молодые, их выписали раньше. Я иду в школу-интернат, и они срывают занятия. И весь класс бежит ко мне навстречу, а у меня 1,50 м роста всегда. И вот весь этот класс, 30 человек, виснет на мне. Я запомнила на всю жизнь. Я поняла, что я этим людям что-то дала, что они меня полюбили, что им со мной хорошо. И я на всю жизнь вспоминаю школу-интернат номер 13 на Кирпичной улице, потому что это была школа и с их стороны, и с моей стороны. Они учились познавать жизнь, они учились, что есть добрые люди, они учились тому, что они не могут быть забыты, не могут быть преданы, не могут быть брошены. А я училась от них, как надо воспринимать их любовь, как надо им сочувствовать, как надо их любить. Валентина Ивановна, наверняка вы читали их личные дела детей. Да, я читала. Почему? Какие основания были лишения? Да я не только лишения, читала. Да о чем вы говорите, я читала. Лишение родительских Да прав. подожди минутку. Я ездила, где теперь находится Преображенка современная, а там стояла деревня с маленькими домами, деревенскими, с кирпичными этими печками и так далее. Я приходила и смотрела, где эти бедные дети жили. Я видела этих детей, этих родителей. Спившихся, опустившихся, никудышных, у которых правильно отобрали детей и дали им возможность. И, кстати, наши многие, как говорится, воспитанники нашего школы-интерната нашли смысл в жизни, сумели себя найти в этой жизни и сумели оторваться от той среды, в которой они выросли. Я была и все видела. Все, была девчонкой. Валентина Ивановна, скажите, как вот вы воспринимаете ситуацию в современном сегодняшнем мире? Вот? Я ее воспринимаю с точки зрения прожитых лет. Я делаю ей свою оценку. Она часто не совпадает с оценкой, которая происходит в настоящее время. Но, к сожалению, то, как я воспринимаю, потом получается так, правдой. как я ее воспринимаю. Вот, например, все говорили: Трамп, 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 о-о-о-о. А теперь начинают очень осторожно относиться и смотреть, что из этого получится. Очень интересно. Да, очень интересно. Дальше. Я хочу сказать, биткоин – это новая валюта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все начали орать, кричать и все. А когда я проанализировала, посмотрела, что происходит с биткоином на современном этапе, я увидела, что не все так спокойно и не все так хорошо, как даже наши экономисты хотели предугадать. Вы понимаете, это мне помогает мой жизненный опыт. Просто то, что я смотрю и наблюдаю, оно не всегда сходится с теми восторженными статьями, которые распевают. Вот сейчас только-только состоялись переговоры. Переговоры, можно сказать, почти на высшем уровне. И к ним тоже надо относиться с очень большой осторожностью. И посмотреть, а что из этого получится. Трамп, он не дурак.
Он просто очень экзальтированный человек, ему очень хочется закончить свою сделку к своим 100 дням. А поэтому как они там решат, что они решат, главное, чтобы они решили правильно. И поэтому, когда люди смотрят телевизор, читают прессу и вообще общаются, они должны думать головой и не делать поспешных выводов. Ой, как здорово, ой, как плохо. Такого не бывает. Надо все анализировать. А анализировать помогает только жизненный опыт. Ну и напоследок, Валентина Ивановна, без всяких вопросов, что бы вы сами хотели сказать? Просто какую-то, может быть, мысль, может быть, какое-то, не знаю, пожелание, без всяких вопросов. Ну что я хочу сказать? Люди, будьте всегда людьми. Пожалуйста, уважайте друг друга. Не злитесь, не оскорбляйте, не подозревайте, а старайтесь поднять друг друга. Поднять так, чтобы, понимаете, сделать правильные выводы. Не ссорьтесь и любите друг друга. Тогда наша вся жизнь наладится. Спасибо, Валентина Ивановна. Вот у нас практически дополнение к первому интервью. Спасибо, Валентина Ивановна. Здоровья вам и всего-всего самого Спасибо, наилучшего. Игорек, спасибо, мой хороший, спасибо. Спасибо.